Также приветствую, братья и сестры, сегодня. И Дима говорил о том, что следовать за Иисусом это не должно быть как-то такое облачная просто идея. Это должно быть применено специфически к нашей жизни. Я хотел бы вот специфически сегодня применить одну часть Иисуса, следованием за Иисусом к нашей жизни. And this one specific part that I want to apply to our lives today is part of it, following Jesus that I will be talking about. Однажды у Иисуса один человек спросил такой вопрос. One time somebody asked Jesus this certain question. А кто мой ближний? Who is my neighbor? Этот вопрос спросил законник, и спросил он его после того, как процитировал две великие заповеди. And it was a lawyer who asked Jesus after he has recited the commandments to him. Это написано в Луки 10:27, и это повторение, что написано в Старом Завете. And it's written in Luke 10:27. It is a repetition of what was written in the Old Testament. То есть этот законник хорошо знал вот две великих заповеди. And he knew these commandments really well. Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». So he answered and said, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." И в другом месте Иисус подтвердил, вот что вот эти заповеди, они как бы утверждаются, и на них, то есть на этих заповедях утверждается весь закон и все пророки. And and later on we see that on these two commandments hang all the law and the prophets. То есть это очень веское заявление. So this is a really strong statement. А все, что написано в нашей Библии, можно свести к двумя просто заповедям: возлюби Бога, возлюби ближнего. Everything that is written in the Bible, we can all sum it down to loving your God and loving your neighbor. А вот теперь вопрос. And now the question. А кого легче любить, Бога или ближнего? Who is it easier to love, God or your neighbor? То есть ближний, просто сказать можно, или человека, потому что ближний, как Иисус показал этому законнику, это любой человек в этом мире. So neighbor is a simple man, a simple person, and he showed that to this lawyer, which is anyone in his life. То есть этот законник, он считал, что нет, ближний это один из иудеев, тот, кто, один из наших. Jesus told him that a neighbor is somebody who's one of ours. Но Иисус через притчу показал ему, что ближний также и тот, которого ты считаешь дальним, вот этого самарянина. But Jesus, through the proverb with the Samaritan, has showed that it is neighbors are included in terms of people that are not within your realm of people. То есть кого легче любить? So who is it easier to love? Бог, Он совершенный. God, He is all-powerful. В Нем нет недостатков. He has no flaws. Он достоин славы. And He's worthy of glory. Он достоин нашего поклонения, нашей любви. And He's worthy of our worship and our love. У человека очень много недостатков. And man has tons of flaws. Он часто даже не заслуживает даже похвалы от нас. And a lot of times man does not deserve any kind of praise. То есть Бога любить легче. So therefore, to love God is much easier. Но Бог как раз проверяет нашу любовь к Нему через наши отношения к ближнему. But through this, God is able to test our love and how we love our neighbor. То есть наше отношение с Богом, оно меряется нашим отношением с другими людьми. Our love for God is measured by our love for our neighbor. Мы читаем Иоанна 4:20, такие слова. We'll be reading these words from 1 John 4:20. Там Иоанн говорит: кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, не любящий брата своего, которого видит. Как может любить Бога, которого не видит? If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, how can he love God, whom he has not seen? Этот законник, он был уверен, что он соблюдает вот эту первую заповедь.
возлюби Бога твоего. And this lawyer, he was convinced that he was following this particular commandment. Но вот что-то подсказывало ему, этому законнику, что он вторую часть этой заповеди, может быть, не до конца соблюдает. But something was telling him that the second part of this commandment he was not following fully. И Иисус раскрыл ему это ярко в притче о добром самарянине. And through the proverb, Jesus has opened up this truth to him. То есть этот законник, он, можно сказать, был лжец, потому что он брата своего ненавидел. In other words, you could say that this lawyer, he was a liar because he didn't love his brother. Он как бы ловко себе объяснил, что вот он самарянин, и их любить, не нужно. He somehow justified that he didn't have to love the Samaritans Потому что он не является моим близким. because he doesn't fall into the category of my neighbor. То есть из этих заповедей мы видим, что Бог хочет, чтобы мы Его любили полностью. And through these commandments, we are told to love him fully. Это как бы цель нашей жизни. This is the goal of our life. Он поставил нас на землю, чтобы проверить, будем ли мы любить Бога. He has placed us on this earth to see if we will love God. Но Он проверяет это через вторую заповедь. Будем ли мы любить ближнего? And he checks that through us loving our neighbor and seeing how we respond to that. Нам очень легко как бы себя убедить в том, что я Бога люблю. It's really easy for us to justify ourselves saying that I love God. Вот я имею Его заповеди, как этот законник, да, он много знал, он из Старого Завета все эти законы знал. Saying that we keep his commandments just like this lawyer who knew all the commandments from the Old Testament. Но мы часто обманываем самих себя, потому что любовь наша не выражается любовью к ближнему. And a lot of times we lie to ourselves because our love is not being that same love is not being reflected onto our neighbors. Иоанн говорит, что такой человек, он лжец. And in John it says that this particular person is a liar. А кого он обманывает? And who is he lying to? Он себя обманывает. He's lying to himself. Я хотел бы, чтобы мы сегодня посмотрели на то, как мы любим своих ближних. Today I'd like to see and reflect on how do we love our neighbors, Те, которые нас окружают, those who surround us, особенно в нашей церкви. especially in our church, И вот измерили свою любовь к Богу любовью к нашим ближним. and by this love that we have towards our neighbors to measure it towards God. Вот это как раз была суть вот этой притчи Христа, самой знаменитой притчи Христа о самарянине. And with this proverb with the Samaritan, this is why it's so popular. Что мы думаем, что мы любим Бога, Because we think that we love God, но мы обманываем самих себя. yet we lie to ourselves. Вот мы читаем Библию, мы ходим в церковь, мы даже служим Богу, We read the Bible, we go to church, and we serve God, а нужду ближнего мы не замечаем. but the needs of our neighbors we do not even see. И мы получаем себя как вот этот священник, как этот левит, который прошел мимо. And just like that prophet, and just like that Levite, we walk by not noticing a person in need. Они и шли, наверное, в Иерусалим на служение. And they were on their way to Jerusalem for a service. И левиты, вот как раз это те, которые, и целая книга Левит написана в Старом Завете. And the Levites, which we have a whole book in the Old Testament about, Они хорошо изучали закон, знали закон, учили других. they're the ones who know the law perfectly, and they're the ones who would teach the law to others. Но они были, этот левит был самообманут, что он любит Бога. But the Levite was lying to himself, thinking that he loved God, Потому что он не любил своего ближнего. because he didn't love his neighbor. И этот законник, который спросил у Иисуса вопрос, а кто мой ближний? And this lawyer who asked Jesus, who is my neighbor, Он это спросил, потому что написано в Луки 10:29, что он желал оправдать себя. and if we read in Luke 10:29 that he was seeking to justify himself. Вот почему он спросил этот вопрос. That's why he has asked this question. Я хотел бы, чтобы мы сегодня не пытались оправдать себя, Today I'd like for us not to justify ourselves, но послушали, что скажет нам Господь, и открыли свое сердце, чтобы увидеть, каков я. but to hear what God has to say and yield our hearts to what God is going to reveal to us about us. У нас, у людей, есть очень большая склонность себя оправдывать.
As people, we oftentimes have a tendency to justify ourselves. Когда мы это делаем, сердце наше закрывается к слышанию тому, что Бог хочет мне сказать. And our hearts close up and we do what we want to do. Так вот, не будем себя оправдывать, а разрешим, чтобы Бог нам говорил в сердце. Therefore, let's not justify ourselves and open up our hearts and see what is it that we are called to do. Я вот хотел применить это к одной сфере, простой сфере, к одной простой сфере нашей жизни. And I'd like to apply this to a certain area in our life. И это будет вот следованием за Иисусом в одной специфической сфере моей жизни. And that would be following Jesus in a certain area in this life. Я буду говорить об одном, что мы делаем каждый день. And I'll be talking about the one thing that we do every single day. Если вы проверите себя, то вы увидите, что вы это делаете очень часто. And if you check yourself, you will recognize that you're doing this quite often. Практически по несколько раз в день. Basically every single day. Но это грех. But it's a sin. Что это за грех? What is this sin? Он нам кажется совсем вот, неважным или не страшным или несерьезным. Personally, we consider this sin not anything serious and not requiring any attention. И мы научились даже прикрывать вот этот грех хорошими намерениями. And the sin, we have learned how to cover it with good intentions. Хорошо, это грех судить другого человека. And the sin is judging other people. Судить людей, которые нас окружают. Judging people that surround us. В своих мыслях, In our thoughts, в своих словах. in our words. Иисус сказал вот в Великой Нагорной проповеди своей: «Не судите, да не судимы будете». And in Jesus' sermon on the Mount, he says these powerful words: "Judge not, that you be not judged." И я заметил, когда я вот читаю опять и опять эти слова Иисуса, простые слова, And I have noticed that every single time I will read these simple words over and over, мой ум начинает как бы теперь объяснять мне, ну, как вот я должен все-таки судить, ну как это не судить? and in my brain I started thinking, how am I to not judge other people, and trying to figure that out. Нет, ум мой, наоборот, начинает оправдывать, подсказывать мне, что подожди, нет, я же должен судить, как это не жить и не судить? Sorry, my mind is telling me, trying to justify myself, saying, how can I not judge? I have to judge. То есть я плохое должен судить? I have to judge something that is negative. Я правильно делаю то, что осуждаю плохое? I'm doing a right thing by judging something that is wrong. Вот, может быть, я увидел, кто-то что-то неправильно сделал, но это же неправильно, как я могу сказать, что это правильно? Maybe I saw someone do something wrong, how can I not judge that and say that they're doing something wrong? И вот видите, как быстро мы прибегаем к тому, чтобы себя оправдывать. And see how quickly we come to this justification. Вместо того, чтобы взять и послушать: подожди, Боже, а где ты скажешь мне, где я сужу, где не должен судить? Instead of stopping and hearing Jesus tell us, where should I not judge? Тоже, как это делал этот книжник. Just like this Pharisee. Иисус сказал очень интересные слова в Иоанна 8:15. Давайте откроем. And we see these really interesting words in John 8:15. Он обращается к людям, потом говорит что-то о себе. He is talking to the people and then he says something about himself. Он говорит людям так: вы судите по плоти. It says, you judge according to the flesh. Я не сужу никого. I judge no one. Что же обозначает то, что Иисус не судит? What does it mean when Jesus says that I do not judge? Мы знаем, он даже не осудил женщину, которая была взята в прелюбодеянии. We see that he hasn't even judged that woman who was a prostitute. То есть ее поймали в действии вот этого греха. She was the one that was caught in the act. Он сказал ей: я не сужу тебя. And he says that I'm not judging you. Я не осуждаю тебя, он сказал. I'm not judging you. Не судить значит не занимать позицию судьи. Not to judge means not to take on the role of a judge. Что делает судья? What does a judge do? Судья делает конечное решение по поводу человека, который перед ним стоит. The judge makes the final decision of the person who is standing before him. И он делает приговор. And he then sentences him. Перед ним вот предстоит человек, он узнает все из жизни этого человека. The person that is before him, he's trying to figure out everything that is going on in his life.
И потом делает решение. And then he makes his final decision. Потом второй человек подходит, он тоже узнав все детали, делает решение. And with the second person that is before him, he does the same thing, finds out his life and then makes a decision. Итак, следующий человек, третий, четвертый, пятый, это его работа. And so on with the rest of the people. That is his job. Решение за решением, приговор за приговором. Decision by decision and sentences after sentences. Теперь давайте проверим себя. Now let's check ourselves. Делаем ли мы это по отношению к другим людям в церкви? Do we do this in relation to our neighbors around us in church? Вот каждого человека, который мимо нас проходит, обязательно надо узнать и сделать какое-то решение по поводу Any него. person that walks by us, we always have to make a certain decision about them. Вот он так сделал, вот она так поступила. He did this or she did that. А теперь понятно, какие они христиане. Oh, now it makes sense what kind of Christian they are. То есть мы судим других. We are judging others. И мы принимаем место судьи. And with this, we're taking the place of a judge. И вот, может, почему нет духовного роста у нас. And that is why we do not see any spiritual growth in us. Мы не можем расти духовно, если мы заняли вот эту позицию судьи. You cannot grow spiritually if you take on this position of a judge. Потому что если мы заняты тем, чтобы найти в другом человеке какую-то вину, Because if we are too occupied with trying to find a fault in other people, мы никогда не увидим ее в себе. we will never see it in ourselves. Этот законник точно так и поступал. And this lawyer was acting the same exact way. Он как бы находил вот в этом самарянине, может быть, каком-то, потому что Иисус рассказал ему пример самарянина, что-то он думал о самарянине и сделал решение уже, наверное, давно по поводу его. And according to this parable, this lawyer already made a decision way ahead of time about the Samaritan. Но он уже сделал приговор. He already sentenced him. Часто говорят историки, что очень часто вот это место из Иерусалима в Иерихон, да, как написано, он и шел, там это было не Иудея, это было не в Самарии. And historians say that this path that these people were taking was not in Samaria, but in Judea. Но очень часто самаряне как раз нападали на людей на этой дороге. And Samaritans oftentimes would attack people on this road. То есть они приходили с Самарии, с другой части, да, если вы знаете географию Израиля. And if you know geography, they would come from Samaria. Иудеи обычно обходили, когда шли из Галилеи, обходили вот по ту сторону вот, моря, чтобы обойти Самарию. И когда проходили вот этой дорогой, все-таки самаряне их атаковали. And people from Judea, they would oftentimes walk around Samaria so that they wouldn't get attacked by the Samaritans. И вот Иисус сказал, вот я возьму и переверну твое понятие о самарянине. And Jesus here is telling this lawyer that I will go ahead and turn around your perspective on all of this. Он привык, он сделал приговор, и он не мог видеть вот свой недостаток, вот этот свой недостаток. Because this lawyer has already hardened his heart and doesn't see his flaws. Он не видел, что он не любит самарянина. He didn't see that he didn't love the Samaritan. Есть интересная история, это в Америке было судебное дело. There's this interesting story about a case going on. Это было убийство. It was a murder. И это было связано вот чернокожий, белокожий, вот это. And it was in relation to a black man and a white man. И то есть, ну, как бы Америку все встряхло, это было несколько лет назад. Это было полицейский тут был, убил там чернокожего, вот такая история была. And this happened a few years ago, and this really shook all of the Americans here. And it was between a policeman and a black person. И все-таки полицейского судили. And obviously the policeman was judged. И когда судья сделал приговор, Whenever the judge has made his final decision, он сделал что-то очень необычное. he did something really unique. Он вот сошел со своего судебного стула. He walked down from his chair where he was sitting. Вот, то есть он сначала сделал приговор, значит, на многие годы садим в тюрьму вот этого убийцу. So at first he sentences him to lifetime in prison, and then he walks down. И обнимает этого осужденного. And he goes on and hugs
the one he just sentenced, и дает ему Библию. and gives him the Bible. И как бы все люди тоже говорят, подождите, это неправильно этот судья сделал, он как бы нарушил закон, в принципе, или нарушил вот ограничения судьи. And all the people in the room, they were all confused. They were saying that he broke the law. He wasn't supposed to do that. Да, он как судья не имеет права это делать. As a judge, he's not allowed to do that. Интересно, что он открыл Иоанна 3,16, показал этому осужденному на Иоанна 3,16. And whenever he gave him the Bible, he showed him the verse from John 3:16. И если мы прочитаем Иоанна, мы знаем Иоанна 3,16, конечно, но если мы прочитаем Иоанна 3,17, наверное, этот судья знал не только Иоанна 3,16, но и Иоанна 3,17. And this judge, we all know John 3:16, but he was showing him the verse after that, which was John 3:17. Давайте все-таки откроем Иоанна 3,17, вот он уже открыт. Это Иисус говорит: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». And it says, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the word through Him might be saved." Эта идея часто повторяется. Иисус повторяет вот эту мысль опять и опять в Библии. And this idea is being repeated constantly throughout the Bible. Что я пришел не для того, чтобы судить. That I came here not to judge. И я надеюсь, что этот судья знал это место и решил поступить, последовать за Иисусом. And I hope that this judge, he knew this verse and he decided to follow Jesus. И вот я призываю нас сегодня, чтобы мы пошли вот в этом специфическом специфической сфере нашей жизни за Иисусом. And I ask all of you to follow Jesus in this specific area in your life. Не заниматься вот делом судьи по поводу других людей. Not to take on the role of a judge and judge others. Но спасать их, помогать им. But to help them and save them. Как раз об этом говорит Иаков в 4 главе своего послания. Прочитаем 11-12. Иакова 4, 11-12. And this is also mentioned in James 4:11 through 12. Там написано так: «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Do not speak evil of anyone, one another, brethren. He who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. There is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who are you to judge another? Мне было непонятно вот это место, как это я злословлю закон и сужу закон, когда я что-то нахожу в брате, что не так. Whenever I would read this, I would be really confused, and I wouldn't be able to understand what is it not to judge the law. То есть как это значит, я сужу закон, если я нахожу, что брат по закону что-то делает не так? How is it that I judge the law whenever I see a brother not doing something by the law? Ведь я этим, наоборот, подтверждаю, поддерживаю закон. And I encouraging and supporting this law. Я применяю закон вот к этому брату, видя четко и ясно, где он поступает не так. I'm applying this law to my brother and seeing where he is wrong or right. Иаков говорит о братьям, видите, он начинает братья. And James here, whenever he's speaking, he's talking to his brothers. Он говорит, что если я это делаю, то я в таком случае становлюсь на место судьи как раз. And he says that whenever I do that, I go into the position of being the lawyer, the judge. А это не мое место. But this is not my place. Един законодатель и судья. Verse 12. In one person we have a lawmaker and Oh, there's one lawgiver. Вот. Sorry. Да. Бог судья. Пусть Бог его судит. There's one lawgiver, and let him be the judge. А я слезу с этого судебного стула и стану на место судимого. And I will remove myself from this chair and let him judge my brother. Применю вот этот закон к себе.
apply this law to myself, осужу себя. and I will judge myself. В Библии мы немало читаем о том, что мы должны судить себя. And in the Word, we oftentimes see that we are to judge ourselves. На преломлении мы читаем, да, если бы мы сами себя судили, не были бы судимы. And we also read this during communion, for if we would judge ourselves, we would not be judged. Вроде Петр говорит, что время начаться суду с Дома Божия. And Peter also says, do not judge according to, because the time of judgment is in the house of the Lord. И здесь можно, конечно, открыть места Библии, где написано, что мы имеем вот право судить. Например, место, где написано, Иисус говорит, не судите по наружности, но судите судом праведным. And there are different parts in the Bible that say that we are to judge. Like whenever it says, do not judge according to the appearance, but judge with righteous judgment. Но здесь, как и в других местах, имеется в виду рассудить. But just like here, it says that we are to discern. То есть рассудить это судить ситуацию, чтобы распознать истину. To discern means to find the truth. Если мы, например, видим, что кто-то поступает не так, If we see somebody who's doing something wrong, здесь мы делаем суждение. and we're judging someone, То есть мы говорим, что да, этот человек сделал не так. saying that this person has done something wrong, Мы рассудили. we have discerned it, И здесь мы можем типа либо осудить этого человека, and here we can either judge him, что Библия запрещает нам делать, which the Bible tells us not to do, либо мы можем помочь. or we can help him. Вот точно так не сделал вот этот левит и священник, которые просто прошли мимо. And just like the Levite and the Pharisee, that is what they have done. Написано, что левит даже вот подошел, посмотрел, как бы остановился, посмотрел, подошел. And it's written that the Levite even walked up and looked and observed, И пошел дальше. but he carried on. Он, наверное, подумал, что этот человек это, скорее всего, заслужил, что на него напали, избили, обокрали. And he thought that this person that is in this position has deserved it. Это, скорее всего, Божье наказание для него. It's most likely God's judgment upon him. Ведь написано в законе, что праведник он безопасен, что зло праведника не коснется. Because it says in the Old Testament that the righteous one will not be harmed in any way. Вот, может быть, если ты шел бы с Иерихона в Иерусалим, а так как ты из Иерусалима уходишь, вот с тобой так случилось. Maybe if you're coming from Jericho to Jerusalem, this wouldn't have happened, but because you're coming from Jerusalem, that's the outcome. И я уверен, что самарянин тоже, когда помогал этому человеку, он тоже как бы в голове своей размышлял, почему же с ним это случилось. And I'm sure whenever the Samaritan was helping this person, he was trying to understand why this has happened. И, может быть, пришел к выводам, что, может быть, он не в то время и шел, может быть, как-то не так, неаккуратен был. Наверное, были какие-то как бы решения в голове его, почему это с ним случилось. And some decisions that he has made in his mind was maybe he was just at the wrong place in the wrong time. Но самарянин не осудил его, а помог ему. The Samaritan didn't judge him, instead he helped him. И это точно так, как с нашими детьми. And the same applies with our children. Судим ли мы наших детей? Do we judge our children? Вот я сказал, каждый день мы рассуждаем, что где они сделали не так, где поступок их был неправилен. Every single day I want to say that we discern what they have done right and what they have done wrong. Но мы это делаем, чтобы помочь им. Or we do this to help them. Не для того, чтобы стать их судьей и приговорить их к чему-то. Not to become a judge for them and sentence them to something. Вот что мешает прогрессу в нашей жизни духовной. And this is what is in the way of us in progressing in our spiritual faith. И вот что мешает церкви расти, тоже духовно расти. And with that, as a church, this is what is stumbling us to grow. Давайте проверим себя на это. Судим ли мы брата, сестру или помогаем им? So let's check ourselves. Are we judging our brothers or sisters? Я хотел бы в заключение прочитать 1 Петра, 4 глава, 15 стих. In conclusion, I'd like to read 1 Peter 4:15. Здесь в русском переводе используется слово такое одноразовое, я больше его нигде не увидел. Один раз используется это слово, и оно немножко непонятное.
но мы посмотрим на английские переводы, и они как бы все сходятся. And there's one particular word in the Russian translation that is not repeated anywhere else that I would like to pay attention to. Здесь написано, что посягающий на чужого. It says a busybody in other people's matters. Мы давайте прочитаем 1 Петра 4:15. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужого». In 4:15, but let none of you suffer as a murderer, a thief, and an evildoer, or as a busybody in other people's matters. Вот просто я не понимаю это слово, но не замечал никогда. Я думал, что это как бы тот, кто ворует у кого-то что-то. Maybe I have not ever noticed this word before, but it's like somebody's stealing something from another person. Но в английском здесь используется слово meddling. And in the English translation, also the word is used meddling. И meddling это как бы ты вмешиваешься в дела других людей. And meddling translates to you're involved in other people's matters. Вот в NKJV написано you're busybody, то есть ты как бы вмешиваешься, ты начинаешь как бы пытаться узнать о делах других людей, вмешивайся в эти дела. In the KJV version, it says busybody, and with this, you're trying to get involved in what other people are doing. И это получается вот великий грех. And this turns out to be a great sin. Он как бы наряду вот с остальными грехами, убийство, воровство. It's on the same level as a murderer, a thief, and an evildoer. Вот когда это не наше дело, а мы начинаем в нем разбираться, Whenever it's not our business and we start figuring it out, узнавать все детали об этом человеке, trying to find out details about this person, что он сказал, что он сделал, what he said, what he did, а кому он это сказал, кому он это сделал. who did he say to, who did he do it to. Мы опять действуем как судья, Again, here we're acting as a judge. потому что судье надо все эти детали знать, Because a judge needs to know all of these details. а мы не должны это делать. But we are not allowed to do this. Библия нам не позволяет судить. The Bible does not allow us to. Если мы это делаем, мы грешим. If we do this, that means we are sinning. А мы должны идти за Иисусом, который несколько раз, не раз, не два, даже не три, говорит, что я не сужу. And we need to follow Jesus, who not twice, not three times, who says, I do not judge. Я пришел не для того, чтобы судить, I came not to judge, но чтобы спасти, but to save, чтобы помочь. to help. Второй раз Иисус придет, чтобы судить. The second time Jesus comes, he will be judging. И мы тоже ему последуем в этом, и мы будем судить. And we will follow this too, and we will judge also. Но когда он первый раз был на земле, он не судил. But the first time he was here on this earth, he was not judging. И пока мы на этой земле, мы должны следовать за ним, не судить. And while we are here on this earth, we too are not allowed to judge. Пусть поможет нам Бог осознать это и очиститься от этого греха. So help us, God, for us to be delivered from the sin. И пусть поможет нам Бог увидеть нужды других и помогать им. And may God help us see the needs of other people and help them. Потому что Бог не поставил нас сюда на землю, чтобы судить, Because Christ, He did not put us on this earth to judge, но чтобы получить спасение but to receive salvation и чтобы спасать других. and to save others. Да поможет нам Он в этом. Аминь. So help us, God. Amen. Помолимся. Желающие молиться, молитесь, я